Дорогие наши друзья, всем огромный привет из Иерусалима. Сегодня мы в Иерусалиме сказочном. И место для этого выбрано, пожалуй, в самом правильном уголке столицы Израиля. Двери в вечерний ботанический сад открыты с 5 до 10 вечера. Кто-то пришел к открытию и уже уходит. Мы в числе тех, кто идет попозже. За спиной жилые кварталы Иерусалима, а впереди вот это. Пейзажи и их отражения в водной глади, как будто из сказки. Я в сказку, Паша за билетами. Маленький сюрприз. Билеты куплены дешевле, чем ожидалось. Это уже традиция, что каждый год, в период Хануки, в преддверии Нового года и Рождества, наряжается ботанический сад разноцветными огнями. В этом году в Иерусалим прибыла выставка световых скульптур Winter Dreams – «Зимние мечты», которая побывала уже во многих странах, а теперь она у нас в Израиле. Идем за впечатлениями. Проходим проверку билетов и погружаемся в праздничную атмосферу. Пейзажи ботанического сада и сами по себе впечатляющие, а цветовые фигуры и специально разработанное освещение придадут им даже некий шлейф волшебства и сказочную атмосферу. А она действительно праздничная и даже сказочная. Падает звезда, загадывайте желание, обязательно сбудется. Напротив, в водах искусственного озера поселился ненадолго кит. Слышите? Шум прибоя. И тут он спел свою песню. Хотелось еще раз услышать эти чарующие звуки, но не повезло. Вес скульптуры 875 килограмм, 6170 световых диодов и 670 метров провода ушло на ее создание. Эти данные можно узнать тут же. Возле каждой скульптуры стоит указатель с ее названием, весом и количеством светового материала. Каким-то ветром занесло сюда воздушные шары. Цветут нарциссы. Весело бежит ручей. Куда бежишь, водичка? Спешу к озеру подружиться с китом. Дерево любви зажигает сердца. Пусть будет вам радостно и весело, как сейчас, под моими ветвями. Пусть мир и любовь не покидает ваши дома. Любите друг друга и будьте счастливы. Идем по сказочной аллее. А кто там впереди? Страшно грозен, очень строг. Нас встречает носорог. Природа не балует Израиль листопадами, но ботанический сад с его собранием деревьев со всех концов света именно то самое место. Листопад в действии.
Жар-птица – цель искания персонажей русских сказок, символ мечты, удачи и исполнения желаний. Перелетела из райского сада и приземлилась в Иерусалиме. На секунду выйдя из сказки, мы было подумали, что это голубь, но смутил длинный клюв. Да это же нектарница, на иврите Йонека Дваш, медонос. Хотя нектарница и не питается золотыми яблоками, как сказочная неуловимая жар-птица, но зато она прилетает к нам зимой полакомиться нектаром из цветов шлюмбергеры. Цветок уже выпустил свои бутоны, значит нас ожидает встреча с этой крохотной птичкой. А сказочный Йонек с выставки «Зимние мечты» стал гигантом и весит 410 килограмм. 7740 световых точек превращают его в волшебную жар-птицу из русских сказок. Йонек, не улетай, впереди много желающих сделать селфи. Прямо пойдешь, к белке попадешь, направо свернешь, вкусно поешь, сангрии попьешь. К белке мы успеем, заглянем на огонек. Жареные каштаны, горячий суп в стакане дают даже на пробу. Попкорн, сладкая вата, есть еще что-то, голодными точно не останетесь. Хотите чего-нибудь погорячее, пожалуйста, сангрия и горячий сидр. Порадовали рождественские гирлянды в качестве украшения. С веселым настроением, стаканчиком горячего сидра для себя и жареными каштанами в гости к белке. Белка песенки поет и орешки все грызет. А орешки непростые, в них скорлупки золотые, ядра чистый изумруд, слуги белку стерегут. Но это другая сказка, а эту белку сторожить не надо. Сделать фото всегда пожалуйста. У лошадки-качалки тоже очередь на фото. Интересно, что в прошлом фотографировались на память, фото хранили долгие годы, а сейчас это сиюминутный момент. Сохраняйте лучшие свои снимки в фотографиях, ведь то, что прошло, уже не вернешь. Хозяин леса, медведь, зимой должен спать. Но похоже, что непослушный медвежонок выбрался все-таки из берлоги поиграть. В сказке все возможно. А почему мы решили, что это медвежонок, а не медведь? Уж очень он миловидный и не страшный. И маленький совсем, даже меньше белки. Его вес всего 97 килограмм. Аллея сказочного леса ведет дальше. Что там? А там все потрясающе, красиво и волшебно. Глаз не оторвать.
слоненок узнаваем и очень симпатичный. Чего не скажешь об обезьяне. Самый настоящий бандерлог. Но детей, как видите, радуют все персонажи. Тропа сказочного леса длиной в километр еще не исчерпала свои сюрпризы. И опять вопрос, а что там дальше? Это злой коршун в ветвях или мифическая птица Феникс, подобной солнцу и олицетворяющей возрождение? Восстав из пепла, он возрождается с новой силой и энергией. Феникс – это победа вопреки всему. Да, пусть будет Феникс. Впереди еще одно мифическое существо – китайский дракон. Несмотря на то, что дракон – это существо грозное и могущественное, все же он может быть и добрым, и мудрым, и щедрым. Китайский дракон – символ и добра, и зла, символ могущества и лидерства, процветания и долголетия. Годом дракона был уходящий 2024 год. Помечтаем, чтобы, уходя, дракон все же подарил нам и здоровье, и долголетие, и процветание, и все доброе и хорошее, чем наделили его в мифах люди. Арка с горящими сердцами снова напомнит о любви. Желаем всем любви и гармонии. И снова завораживающая игра света, цвета и безмолвных обитателей ботанического сада. Кстати, вы можете узнать название любого из растений, которое вас заинтересует. Например, вот этот зеленый пейзаж, вернее причудливые деревья этого пейзажа привлекли наше внимание. И тут же мы узнали, что это Кусония колосистая. А если уж совсем по-народному, то это вечно зеленое капустное дерево, завезенное в Иерусалим из Южной и тропической Африки. Желающих хотя бы посидеть в волшебной карете гораздо больше, чем у какой бы то ни было световой скульптуры. Почему бы и не помечтать и на пару минут стать королем или королевой, принцем или принцессой или золушкой, и тут же запечатлеть себя на фото в этой роли. Мечтайте, на то она и выставка под названием «Зимние мечты». Немного разбавим сказочное великолепие. Работники сада не дремлют и не мечтают. Им некогда. Там, где люди, там и мусор. Никуда от этого не денешься. Мусор надо убрать вовремя.
Единорог – лесное существо, символ чистоты и изящества, осторожности и благоразумия. Один из любимых персонажей подрастающих девчонок. Наша внучка года 3 назад тоже бредила единорогами. Себя называла единорожка Мия, наряжалась в единорога и собрала коллекцию игрушек единорогов. Не без помощи взрослых, разумеется. Бабочки в ночном хороводе. До конца сказочной тропы осталось совсем немного. Олень как символ Рождества и лев как символ Иерусалима. Выставка нам понравилась. Почувствовали себя в мире и гармонии. Радостные люди, смех взрослых и детей в игре цвета и света, великолепие природы. В преддверии Хануки, Рождества и Нового года желаем всем обрести мир и гармонию, вкус жизни и жизненной краски, а главное здоровья, благополучия и мирного неба. Всем огромный привет из Иерусалима. С любовью, Павел и Лариса.